Лето, жара и, как обычно, не без происшествий. Ехал, загорается датчик, температура воды красная. Выхожу и вот такая вот вещица лопнула. Раздуло, думаю, наверное, не просто так. Мне кажется, там маслица где-то подкапывало, но, видать, старая, потому что свежих потеков масла я не вижу. И там все посмотрел. Было до этого у меня точно так же. Вот это я уже менял. Это уже мененный верхний. Это два патрубка на печку идут. Проблема заключилась у меня в одном. Таких патрубков нету. Но они как бы есть. Ехать далековато. Пришлось взять комплект от Gentry. Сейчас буду что-то делать. В принципе, они как-то подходящие почти. Мне кажется, что-то можно здесь придумать. Будем химичить. Вот, кстати, по-старому видно, что он прям реально... Мне кажется, что реально здесь масло было виной. Прям он совсем распухший. Ну, хотя этот тоже не слабо. Ну, как бы я свежих потеков не вижу. Посмотрим. Мне кажется, вот отсюда могло. Оно вот здесь вот осопливит. Извиняюсь. Это я его уже подтер маленько. Ну, точнее, вытер. И вот это все было. И прям уровень даже маловат. Надо будет сейчас подлить. Ладно, будем смотреть дальше, что делать. Так. Думаю, вот с чего начать. Наверное, надо сначала подобрать. Вот такой я ставил первый раз. И он, когда я его обрезал, здесь-то ладно, подошло нормально. А вот тут, когда я его обрезал, то есть длина здесь ровная идет, здесь чуть изогнутая. И когда я его установил, то есть я его обрезал вот так получается. Когда я его установил, угол вот так оттопыривался, задирался. Я думал, будет пропускать, но зажимы вроде зажали и вроде держит нормально. Но сейчас я посмотрел, вроде как вот этот, хоть и углы другие, но там можно сыграть правее и левее, и ему прям идеально подходит. Так что вот это буду резать. Чуть покороче его сделать. Вот так, наверное, отрезать. И будем ставить. А еще вот такой я покупал от безвыходности в первом попавшемся магазине. Мне продали его за 150 тысяч. А сейчас я комплект за 75 взял. Я в Янгиюре брал. А это прямо возле аэропорта. Прям под мостом у меня лопнул первый раз. Видать, масло капало все-таки. Я посмотрел, потому что прям такое ощущение, как подразъело. Он прям он тонкий какой стал. Хотя вот толщина. И он честно стал. Может, да, скорее всего разъело. И потом как шарик надулся и вот так вот лопнул. Первый точно так же, кстати говоря. Первый точно так же, да, вот он. Вот она его прям как разъела. Видно прям. Ну,
Сейчас вот это отрежу, это кину на запас, раз уж такое бывает с этой машиной. Ладно, обрежу, посмотрим, что там будет. Еще что хотелось бы сказать. Вдруг кому-то пригодится, у кого коптило тоже. Не знаю, второй такой бывает или нет. Взял вот такие вот хомуты. Но так понимаю, что тут так-то рукой не развернуться, еще и с отверткой. Все-таки вот такие родные хомуты. Самый раз, хоть как-нибудь каким-нибудь крокодилом подлезть можно. Как я их снимал. Единственное, что я прям устал снимать. Почему? Потому что, видать, снизу их устанавливали и вот так было установлено. Подлезть никак. Еле как я подлез, провернул сюда. И то мне пришлось разрезать, потому что он прикипел. Я вот так разрезал, только потом его снял оттуда. Поэтому сейчас буду устанавливать вот так, чтобы у меня, не дай бог, в следующий раз уже доступ был нормальный. Не кверху, не к тому боку, вот так. И будет уже попроще мне. Сейчас попытаюсь показать. Вот о чем я говорил. Вот этот патрубок. Вот его вот так задрало. Вот. Это я первый менял. Сейчас будем выставлять. Примерно вот так поставлю. И тут, и тут, и тут. Мы, наверное, не видно, наверное, вам ничего здесь. Вот так вот, наверное, отрежем. Да, вот так отрежем. И вот что интересно, ну вот же все сухо. Нет уже здесь никакого масла. Блин, не знаю, от коллектора что ли разъело. Так-то нет. Мне кажется, просто... Не, вот, мне кажется, все ГУР виновен. Он очень рядом здесь находится. Мне кажется, туда как-то попадало. Ладно, протрем это все. Так, снимаем родные хомуты. И надо заранее их установить, чтобы вот разобраться, как бы мне там будет удобно это делать. Если выжимать. Здесь надо наискосок. Не. Наверное, нужно, чтобы маленькая кверху была. Так думаю. Что удобнее будет потом плоскогубцами либо крокодилом зацепиться за нее, чтобы протолкнуть обратно сюда. Герметиком там сейчас подмажем. Здесь тоже как раз маленький кверху стоит. За нее проблематично зацепиться плоскогубцами либо крокодилом, когда снимаешь. Проскакивает. Может быть, есть какой-то специальный инструмент, я не вникал в такие вещи. Ну ничего, пробуем. Автосильчик. Дешевый, но работает, выполняется. Свойства и обязанности. Правда, раньше какой-то серый был вкус. Понятно. Болотный какой-то прям цвет.
тряпочки нет у меня никакой. Что-то вытереть руки. Так, одна есть. Начнем с нее. Так. Решайся. Да, места здесь вообще нету никак. О, пошла. Надо так провернуть, оказывается, еще. Еще, оказывается, надо провернуть. Как раз про что я говорил. Не развалился. Ох, что-то я длинновато отрезал. Длинновато, как я так мерил. Надо укорачивать. Да. Укоротить придется. Примерно вот так надо укоротить. Да, конечно, на месте. Сложнее это сделать, сейчас криво сделать. Так-то неровно сделал. Да, вроде получилось что-то. Здесь, наверное, сюда надо. Так. Проверка. Ну, вроде садится нормально. Вроде нормально. Не, нормально. Вообще классно. Сейчас покажу. Так, видно, не пойму. Вот он сел здесь. Сюда пошел. Сюда уходит. И вот он. Опа. Внизу вот он. И все. Вот он доступ мне передвинуть сюда дальше хомут. И здесь а также. Что-то я верхний до этого показывал. Нижний надо. Вот он. Вот он. Раз. Все идеально село. Мне нравится. Даже лучше, чем этот. Но вот тут вот он косячок. Мне вот это вот вообще не нравится. Я так думал, что здесь будут пропускать, но вроде нормально держит. Пока ничего не полетело. Ладно, на запас будет вот этот патрубочек. Если что, спасет. Ну, конечно, я думаю, не нужно, чтобы он спасал. Короче, сделал я. Все на место стало. Короче, руки уханькал. Одел сначала перчатки. Не могу я в перчатках работать. Ну, на работе могу с металлом связанные. А вот так вот болты крутить, я не понимаю, как в перчатках делают. Я не чувствую вот этого ничего. Мне надо чувствовать болтик, хомут тот же. Так и не чувствую. Ну, короче, все равно мыться придется нехило. Сейчас покажу. Вроде вообще прям завод. Так, как бы показать. О, видно, не видно, не знаю. Вот нижний я сейчас сделал. Верхний это до этого. Верхний в полевых вообще условиях. Сейчас вот более-менее выставил сюда, чтобы потом было чем захватить.
здесь. Как же показать-то? Вот он. Этот, который старый, этот вот новый. Но здесь нормально. Я сначала не мог понять, как, а потом, оказывается, вот так плоскогубцами вот так вот раз сбоку. Оп. И подтянул на себя. И все, он встал на место. Там, конечно, я чуть попарился. Пришлось чуть поколупаться с нижним вот этим. Сложно было. Ну все, сделал. Буду собирать. Как-то так. Так что, если у кого-то такой будет случай, не дай бог, конечно, можно просто... Он вроде мне сказал от Лассети. Да, вот. Лассети 1.6. Написано вот. Лассети 1.6. Комплект. И вроде как дешевле вышло. Я не знаю, как у вас будет. Ну, короче, от Лассети можно подобрать. И цена дешевле. Я звонил на базар. Сказали $15 один шланг. Ну, там, как они говорят, оригинал, не оригинал. А эти 75 тысяч за 2. Еще один на запас остался. Ладно, никому не ломаться. Брал, все работает. Сечи нигде нету. Будем проверять.